Друзья, не знаю, как у вас, но у меня накануне дня рождения наступает состояние повышенного самоанализа. Я пытаюсь проанализировать год, который прошел, и понимаю, что я ничего не сделал по своей пластилиновой машине. Всем привет! Я, конечно, не забил и не забыл про свои проекты Eclipse Cross и концепт ERA. Я просто взял паузу. Паузу для того, чтобы развить свой канал и подать этот контент по возможности более массово, а не убить его на 1000 просмотров, как обычно бывает со всеми эклипсами. Что я делаю и что я делал, я хочу рассказать, потому что буквально год назад я выпустил серию видео, посвященных постройке концепта ERA. Это видео в формате таймлапс, это ускоренное видео под музыку. И такой формат, на мой взгляд, очень хорошо показывает объемную работу за маленький интервал времени. Теперь, по прошествии года, я стал блогером, и теперь я должен каждый свой шаг рассказать, показать. И вот поэтому я начинаю новую серию рассказов про концепт. И первым я расскажу о том, что же это за машина. Концепт ERA выпущен в 2008 году, представлен в 2008 году компанией Mitsubishi, создан тюнинг-подразделением Rally Art, поэтому, собственно говоря, называется концепт ERA, как прототип пятого поколения Eclipse. Это полноприводная купе, турбовая, и что и самое интересное, что в ней стоит 2.2 турбодизель. То есть в то время компания Mitsubishi планировала следующее поколение спортивных своих машин делать на дизеле. В 2008 году там случился какой-то кризис, я не знаю почему, но, в общем, так и не пошел этот концепт в массы. В 2014 году завод вообще закрыли, и Eclipse'ов больше нет. Мне, как фанату Eclipse, это очень обидно и печально, и я хочу видеть пятый Eclipse на дорогах, и поэтому я решил сделать свой Eclipse пятого поколения на основе вот этих фотографий, видео о концепте ERA. То есть это не копия его, это мое представление, как должен выглядеть пятый Eclipse, но основываясь на концепте. Концепт мне, в принципе, всем нравится, особенно его передняя часть. Задние части спорные моменты, но вот перед и боковые части мне нравятся, и вот я их оставляю в практически в том виде, в котором был представлен концепт, с какими-то своими нюансами, с добавлением элементов, но в целом вот геометрия похожая должна получиться. По небольшой информации, которая есть в интернете, я нашел буквально несколько видео и буквально десяток фотографий о постройке с самими Mitsubishi этого концепта. В них четко проглядывается та машина, которую они брали за донор. Донором у них был, конечно же, Eclipse 4-го поколения. Узнав эту информацию, более оптимистично стал относиться к своему проекту, и потому что он у меня строится на основе 4-го Eclipse. Я хочу построить этот концепт-кар как обвес к 4-му поколению, так, притом так, чтобы не трогать никакие элементы кузова, не модифицировать их, по возможности максимально ставить стоковое представление. То есть, чтобы мой обвес мог одеться на любой Eclipse 4-го поколения и стать как родной. Для этого мы решили построить макет этого концепта в полный рост, в полный размер, чтобы понять, как это все будет выглядеть, чтобы можно было пощупать, посмотреть со всех сторон, вживую посмотреть и понимать, что нравится эта машина мне или не нравится. У меня, конечно же, есть 3D-модель, у меня, конечно, есть какие-то видео, но это не то. Это не дает ощущения жизненной конструкции, поэтому я хочу построить эту машину целиком и полностью из пластилина, стеклопластика, карбона, кевлара, чего угодно, вот только в полную величину. Первым этапом при постройке всего этого макета стала основа. То есть мы взяли, сняли, можно сказать, матрицу с передней части
стокового состояния Eclipse, то есть мы сняли корку с капота, крыльев и фар, вместе взятую, такую единую плоскость, которая теперь задает ориентир плоскости, там, где находится сейчас оригинальный капот, оригинальные фары, оригинальные крылья у 4-го Eclipse. То есть вот эту основу, которую можно модифицировать вглубь, вверх, куда угодно, но вот она задает основу. Потом к этой основе мы приделали боковые расширители арок. Концепт RA более широкая машина, расширенная, чем 4-й Eclipse, и арки у нее массивные. И вот эти массивные арки мы сделали из стеклопластика, повторили две детали одинаковые, сделали их в матрице, теперь вот дают ориентир боковым колесным аркам. Опять-таки, это все пока макетная часть. Далее мы взяли и соединили все эти элементы, стеклопластиковую конструкцию основы и боковые элементы ребрами жесткости из фанеры, дерева, с помощью кучи саморезов в одну единую конструкцию. Получился такой своеобразный скелет, на котором уже были расставлены плоскости фар, плоскости заборников, плоскости центральной решетки, элементы каких-то больших плоскостей вдоль капота. Следом мы покрыли весь этот макет пластиковыми плоскостями, то есть мы создали уже объемные плоскости, чтобы потом впоследствии тратить меньше пластилина на вылепливание вот этого всего дизайна плоскостей, выступающих плоскостей. После всего этого мы покрыли всю эту конструкцию стеклоокном, чтобы закрепить, чтобы у нас была жесткая основа, которая могла сниматься с машины даже при желании, одеваться на другую машину. Ну, мало ли что, если машина поменяется, ее можно было всегда переставить. Ну и впоследствии, в принципе, есть такая задумка, как оставить эту деталь одну единую целую, то есть не разделять ее на 3-4 элемента, капот, крылья и бампер, а оставить ее вот такой цельной мордой, которая будет целиком полностью опускаться, подниматься. Куда подниматься и опускаться, я пока еще не скажу. Об этом будет отдельная речь. То есть механизм в процессе размышления, как он будет работать. Но он будет вот как-то подниматься, опускаться целиком, скорее всего, уже в своем финальном виде. Хотя в промежуточном, может быть, тоже какой-то из вариантов будет сделан так, чтобы поднимался и опускался. Так вот, имея теперь основу стеклопластиковую, которая, в принципе, повторяет все основные формы, все основные элементы кузова передней части машины, то есть у нее есть выемки под фары, притом мы добавили выемки под противотуманные фары, которых нету в концепте изначально, решетка радиатора, боковые наплывы на крылья, переходы на расширители арок. Это все элементы стеклопластика теперь имеют общую конструкцию, и мы поверх нее наносим пластилин. Скульпторский пластилин позволяет, в общем-то, работать с формами так, как маляри со шпаклевкой работают, наверное, так. То есть я в целом могу ее обрабатывать инструментами, выводить, шлифовать, и то есть в результате получить финальный вид довольно-таки с хорошей точностью поверхности, с хорошей ровностью поверхности. Сейчас на этом этапе, на том этапе, на котором я остановился, пока выведена грубая форма. Вот. Это связано с тем, что как раз год назад, когда я подошел к этапу лепки из пластилина, я сделал одно крыло, то есть половину передней части, правую половину или водительскую половину. Я ее отшлифовал, вывел в определенные плоскости, и на этом, в общем-то, работы встали. Стали они буквально на год. За этот год пластилин деформировался, потому что машина стояла на улице, мороз, холод, жара. То есть, в общем, пластилин в результате деформировался, и форма потерялась. Мне пришлось его полностью снять и сейчас построить заново. Уже пока что не в шлифованном виде. Грубую форму я нанес и на одну сторону, и на другую. Теперь получилась общая грубая форма, которая покрывает все переднее пространство будущей машины. Дальше этот пластилин будет обрабатываться, выводиться плоскости нужные мне, делаться нужные элементы на поверхности и в углублениях.
такие как фары, противотуманки, решетки, то есть вот это все эти элементы будут созданы из пластилина. После всего этого можно будет снять с этой детали матрицу и в этой матрице сделать уже легкую готовую деталь, которая, в принципе, будет являться нечто тем, что будет в финале. Хотя есть еще вариант промежуточный на этапе до постройки финальной матрицы, сделать трехмерное сканирование, просчитать, точно ли у меня все симметрично и одинаково, внести какие-то коррективы, возможно, даже сделать матрицу на 3D-фрезере по результатам этого и получить уже готовую деталь. Тоже такую же цельную, тоже такую же готовую, уже стеклопластиковую или там карбоновую, кевларовую. Ну, это сам материал будет выбираться от того, как будет выглядеть финальная машина. Вот сначала, скорее всего, стеклопластиковая конструкция, а потом кевларо-карбоновая для облегчения. Основные моменты прилепки этой всей конструкции я, конечно, постараюсь рассказать. Процесс очень долгий, процесс трудоемкий. И, честно говоря, не всегда во время этого процесса можно что-то говорить, потому что работает фен, который нагревает пластилин. То есть, очень много посторонних звуков, которые мешают вести онлайн диалог и записывать то, что я сейчас буду делать. Но я в любом случае постараюсь пояснить какие-то моменты, которые я делаю. Я не профессиональный скульптор, и это все-таки мое такое хобби. Это моя не первая машина, которую я делаю из пластилина. У меня уже был опыт постройки похожей пластилиновой конструкции. Но там я в конечном итоге прибегал к помощи профессионального скульптора, который мне помогал выводить окончательно все плоскости. То есть, конечно же, это все было быстрее, точнее, правильнее. И сейчас я тоже хочу обратиться, пользуясь случаем, за помощью. Может быть, кто-то знает каких-нибудь людей, которые занимаются этим делом, именно скульпторов, которые могут помочь в выравнивании, в создании финального вида этой конструкции. Хотя, в принципе, и хорошие маляры тоже смогут справиться с этим. Просто скульптор, наверное, это сделает намного быстрее. То есть от помощи не откажусь, очень буду рад, если помощь кем-то будет оказана. Основными трудностями пока что на текущий момент, техническими, конечно же, являются фары. Мне большинство комментариев, которые были к старым видео, описывающим этот процесс, все спрашивали, как ты будешь делать фары. По фарам пока все сложно. Для фар расстояние, где им стоять, очень маленькое. Там следом стоит лонжерон, и за лонжероном, между лонжероном и новой поверхностью, плоскостью бампера места очень мало. Но в целом, в принципе, даже линзованная оптика, какая-то кастомная, туда влезет. Пока не знаю, какая и как, но что-то будем ваять. Дальше, что касается решетки радиатора, то, в принципе, сейчас на текущем расстоянии хватает места, чтобы установить интеркулер. Машина будет турбовая, скорее всего, сетап технически будет выглядеть как 3.8 полный привод, Twin Turbo. То есть это тот сетап, который я планировал изначально для своего G4, который строился. Тот и будет здесь. И, в принципе, если кто-то подгонит мне 2.2 турбодизель от Санта-Фе, то я его тоже сюда запихну. Да, и следующий момент, который следует пока рассказать. Высота машины. Сейчас, конечно, она стоит в конфигурации Eclipse Cross на больших колесах, поэтому она такая высокая. В финале Eclipse, как концепт RA, как пятый Eclipse, он будет обычный, нормально низенький. Колеса для него будут такие, как стоят сейчас на моем Eclipse, 19-дюймовые, там 19 или 20. То есть сейчас, в принципе, для работы мне очень удобно, что она стоит высоко. То есть я могу легко доставать снизу по всем плоскостям. Следующий этап, у нас который будет первый после текущего, это выравнивание плоскостей, заполнение плоскостей, которые провалены, и спиливание плоскостей, которые, наоборот, выпячиваются. То есть сейчас после этой грубой конструкции, первой, которая выдает основные плоскости, будут
сделаны плоскости уже шлифованные. То есть ровненькие, гладенькие, примерно показывающие направление, и те ребра, которые получатся, те наплывы, которые должны получиться, те переходы из боковой, например, части в расширитель арки, колесные арки. То есть все сейчас стыки, которые кажутся острыми, они уберутся, загладятся, конечно же, расправятся. Это вот следующий этап, который, в общем-то, я уже попытаюсь отдельно рассказать. И, собственно говоря, от вас зависит та манера представления, что вам интересно. Я могу записать 5 часов лепки пластилина, а могу записать 3 минуты этого пластилина и 5 часов рассказа об этом пластилине. Поэтому вот напишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть в рамках этого проекта, что вам интересно здесь услышать и увидеть. Потому что мне, как обычно, человеку, который создает это, и так все понятно, и не очень ясно, чем с вами интересненьким поделиться. Кстати, сразу скажу, что те проекты, которых очень много сейчас в интернете, это так называемая скорлупа, пластиковая скорлупа в виде Феррари или Ламборгини, установлены на какие-то ведра типа таких эклипсов, вот, и это люди собирают суперпроекты. Вот, я к ним отношусь крайне негативно. Во-первых, потому что саму деталь пластиковую люди не делают. Это заказные пластиковые комплекты, киткары. Основа лоховская, то есть машина это все равно не уровня той машины, которую они делают. В общем, мое отношение крайне негативное. Но и тут же хочу сказать, что мой проект крайне отличается от этого. Я не делаю копию какой-то известной машины, я делаю машину, которой нет вообще. Эта машина есть в моем воображении, и частично ее киноброски есть вот в виде фотографий, в виде каких-то небольших отрывков видеороликов, половина сделанных с компьютерной графики. То есть этой машины нет, и эта машина будет. И я хочу, чтобы она была. И есть несколько направлений, есть несколько дизайнерских решений, которые изначально закладывались в эту машину. Они, опять-таки, будут все обсуждаемы еще в процессе, к какому финалу я хочу прийти. Ну вот основа такая. Основа вот такая, какая сейчас есть. Я надеюсь, что мой рассказ был интересный. Вы примерно представляете о том проекте, которым я хочу заниматься. В целом, еще один момент, который хотел бы упомянуть, это, учитывая, что проект лично мой, никто его не спонсирует, я думаю, надо потихонечку начинать собирать донаты на этот проект. Реально заниматься такого уровня проектом, даже учитывая, что тут многое зависит от моего личного труда, но все равно есть куча разных мероприятий, за которые надо платить и немаленькие деньги. Например, там трехмерное сканирование обойдется примерно там в 30 тысяч. Это одного кузова. Мне надо просканировать 2 кузова. То есть основу Г4 и уже основу того, что получилось. И потом это все сложить, наложить и отредактировать. Вот это еще там свои возьмет немалые деньги. Трехмерная фрезеровка, если каких-то деталей, это вообще деньги космос. Вот если все вот это развивать по правильному направлению, то, конечно, за свой счет за это я не потяну. Вот, поэтому я думаю, что имеет смысл организовать какой-то донат на этот проект. И, опять-таки, если у вас есть опыт в организации таких донатов к проектам, очень буду рад вашим комментариям или личным записям, как это все делается, как это все организовывается правильно, чтобы это было и доступно, и видно, на что эти деньги идут, и как бы, чтобы можно было этот проект реально развить. Я хочу очень его завершить и создать. В принципе, знаю очень многих людей, которым он тоже очень нравится. Но в основном это, конечно, фанаты эклипсов. Надеюсь, что мы зацепим не только публику из фанатов эклипсов, а любители просто красивых машин также отзовутся. Ну а на этом мой рассказ закончен. Я, как обычно, хочу лишь попросить вас подписаться на мой канал, поставить лайки или дизлайки моему творчеству. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.